Всем привет! Сегодня у нас фильм «Весна, лето, осень, зима и снова весна». Очень длинное название для фильма, но короткое, чтобы вместить в себя целую жизнь. Вообще корейцы большие оригиналы в плане названия фильма. Например, чего стоит название сериала «Этой зимой дует ветер». Итак, как я вышла на этот фильм? Я смотрела несмонтированный фильм, мне он показался не совсем обычным. Одним из режиссеров значился Ким Ки-дук. Дальше я перешла к фильмографии Ким Ки-дука и наткнулась на фильм «Весна, лето, осень, зима и снова весна». 2003 год. Сюжет не изобилует частой сменой кадров, но любопытство и удивление, красивая природа, некоторые атрибуты и обряды, а главное, мудрая философия монашеской жизни незаметно привели меня к финалу фильма. Итак, сюжет. Отшельник-монах, мальчик лет 10-14, послушник, и курица живут в доме на воде, перемещаются на лодке, собирают лечебные травы. Кулинарные изыски и коммунальные блага не омрачают их первобытную жизнь. Наверное, такой жизнью должны жить мы все, чтобы быть в гармонии с природой и с самими собой. И, в общем-то, такая тенденция отчасти наметилась в последнее время. Я имею в виду миграцию населения из городов в деревни. Дауншифтинг в том числе. Мне понравился воспитательный момент, когда мальчик издевался над живностью, и монах-учитель подверг ученика тем же испытаниям, на которые мальчик обрек рыбку, лягушку и змею. Никакие нравоучения, наставления не возымели бы такой эффект, как бытие в шкуре обиженных. Не зря говорят, относись к людям так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе. Потаскал на спине тяжеленный камень и сразу понял всю тяжесть своих изуверств. А я подумал, лучше бы старик спас животных сразу, чем оставлять так, чтобы мальчик увидел результаты на следующий день. И вообще маловероятно, что на ребенка смерть зверушки возымела бы хоть какой-нибудь эффект. Не всякий взрослый огорчится, а уж ребенку вообще это непонятно. Еще для меня осталось непонятным, как старик вслед за ним попадал на берег, если мальчик брал лодку. Другой-то у них не было. Недочет какой-то сценарный. Давайте рассмотрим смену природных циклов на примере сельского хозяйства. Весной закладывают в землю семена, потом зарождаются всходы, и летом все буйно произрастает, осенью все созревает, собирается урожай, зимой все съедается, а если не съестся, то разложится и погибнет. Разве это не наша с вами жизнь? Такая простая и вместе с тем сложная в плане выбора между первобытной жизнью и жизнью, навязанной нам так называемым прогрессом и эволюцией. И чаще эта борьба не в пользу первой. И как результат отравленные водоемы, высохшие моря и озера, чадящие смрадом заводы и фабрики, взрывающиеся атомные электростанции. А человеку-то всего нужен домик, и не обязательно на воде. Несколько соток земли, чтобы обеспечить себя примитивной едой. Можно обойтись без электричества и наличие рядом какого-нибудь водоема, чтобы поливать и пить. Обычно я стараюсь говорить быстро, так как я поняла, что зрители не досматривают до конца ролики. Но этот обзор не терпит суеты, так как наша жизнедеятельность убивает нашу планету. Пафосно, наверное, но, по-моему, пришло время остановиться и задуматься. Мне кажется, тут планета ни при чем. Основной упор сделан на общество, на сложности пребывания в нем. Вот женщина притащила своего ребенка, чтобы отдать на воспитание монаху. Он ей, наверное, мешает замуж выйти. Почему женщина обязательно должна выйти замуж? Вот это лекало, по которому каждое новое поколение очерчивает свои границы. Почему она не оставила его себе? Допустим, она бедная, кормить ребенка не может. Ответ тут же лежит: живи, как живет монах. Ему почти ничего не нужно, у него ничего нет. И почему-то он в состоянии вырастить ребенка, а мать не в состоянии. Потому что не хочет жить простой жизнью. Жрать травки и водичку пить. Или, что еще хуже, думают, а что люди скажут, незамужние, с ребенком. Люди не ищут путей наименьшего сопротивления, согласно здравому смыслу. Их жизненный путь определен обществом, которого они либо боятся, либо хотят идти с ним в ногу, как все нормальные люди. Ведь плохо быть ненормальным. Разве нет? Еще бы хотелось отметить такую деталь. Двери без стен в доме и врата в пруду тоже без стен. Почитав кое-что на эту тему, я поняла, что это задумка Ким Ки-дука, а не какая-то древняя буддийская философия. Но все равно каждый может подвести под это некое свое мироощущение. Вообще в буддийских храмах есть символические ворота, но они без створок, просто как арки. В фильме эти ворота, через которые нужно было обязательно пройти, я еще могу списать на какие-то традиции. Но зачем в доме двери, которые никак не делят единое пространство помещения, мне непонятно. Кроме того, был момент, когда парень просто прошел рядом с дверью. Ничего, кроме как намеренного подчеркивания дебилизма некоторых традиций, я в этих дверях не вижу. Но это как будто противоречит основной идее фильма. Я не могу понять. Может, автор хотел сказать, что ничего идеального не существует на самом деле? И даже в такой простоте может найтись место чему-то тупому. А я вот подумала, может быть,
Это символично в том плане, что есть, у человека всегда есть выбор в жизни. Также Идти в дверь или не идти в дверь? да, идти в дверь по пути, по которому идут все, по которому положено ходить. И ломиться сквозь преграду, ну, символичную, ну, то есть как бы альтернатива, да, есть такой выбор, есть такой. Но в данном случае скорее наоборот. Не идти в дверь — это облегчить свой путь. Никуда ломиться не надо. Как раз таки путь стандартный, обычный через дверь, он сложнее. Нужно что-то открывать, закрывать, а тут раз сбоку прошел, да и все. Ничего конкретного не могу сказать по этому поводу, что-то у меня никаких мыслей не приходит на ум. И напоследок на меня производит впечатление акт самосожжения с предварительным закрытием всех связей канала восприятия живого мира. Зрения, слуха, обоняния. Для меня осталось непонятным, зачем парень спер курицу, когда сбежал. Я думал, в дорогу возьмет в качестве еды, но, судя по всему, он ее просто отпустил на берегу. Он считал, что она находилась в плену, или неудобно было ее тащить, и он ее просто бросил. Была всего одна курица, и он у старика ее забрал. Нехороший поступок. Но в конце вместо курицы там стала жить кошка. Может, какое-то животное обязательно должно было быть там, в качестве священного, что ли. Смешно было, что кошачий хвост прямо вместе с кошкой использовался как кисть для писания. И вообще мне интересно, никакие защитники не жаловались, что в фильме жестоко обращаются с животными, особенно в начале, когда некоторые из них умерли. Когда я начинала смотреть фильм, я подумала, ну вот, началась нудистика в унисон названию моего канала. Но в этом, наверное, и заключается мастерство создателей фильма, чтобы не дать заскучать зрителю и вместе с тем дать пищу для размышлений. На мой взгляд, отличный фильм. Говорю это не потому, что Ким Ки-дук признанный режиссер. Я вообще специально не смотрю чужие рецензии и обзоры, не читаю комментарии, хочу, чтобы мой обзор был исключительно моим, без влияния извне. Кстати, этот фильм относится к разряду авторское кино. Я не кинокритик, я просто зритель, но при упоминании авторских фильмов на ум приходят такие режиссеры, как Тарковский, Ларс фон Триер, Сакуров. Как ни пыталась осилить «Зеркало» Тарковского или «Догвиль» фон Триера, у меня ничего не вышло. Скучно до невозможности. Что касается «Весны», никакого напряга. Какое-то умиротворение снизошло на меня, и фильм цепляет. Ну, дело в том, что фильм не нудный вовсе. Может так показаться в первый момент. Но мне все время хотелось узнать, что будет дальше. Я смотрел не через силу, а с интересом. При кажущейся монотонности он получился, каким-то живым. Но он не эмоциональный совсем. Смотришь, в какой-то ступор впадаешь. Где-то глубоко в подсознании у тебя что-то происходит. Остается чувство обобщенности и масштабности, будто это не история вот этих конкретных людей, а всего человечества. Люди, они вот такие, и жизнь у них вот такая, и все будут снова и снова совершать те же ошибки. Как бы тупая неизбежность. Можно жить просто, прятаться от общества, а оно тебя все равно достанет. Любовь тебя достанет, длинная рука закона и смерть. Пожалуй, и все. Поменьше суеты, досматривайте до конца, поддержите канал лайками и подписками. Всем спасибо и пока. Пока.